Друзья, всем привет! Канал Young Fisher снова на связи. Сегодняшнее видео будет посвящено пресноводной рыбе белый амур. Сразу же напишите в комментарии, о какой рыбе мне сделать следующий топ. Мы будем начинать. Всем приятного просмотра. Белого амура называют по-разному. Среди рыбаков можно услышать и массу шутливых названий. Например, водяная корова или подводная косилка. Придуманы эти имена неспроста. Если задуматься, то сразу становится понятно, что в них полностью отражен образ жизни рыбы и ее вкусовые предпочтения. Внешний вид и особенности. Белый амур – вид лучеперых рыб семейства карповых. Максимальная длина тела достигает 150 см, может набрать вес до 50 кг. Но такие особи встречаются редко. В основном они вырастают до 7-8 кг. Пресноводная травоядная рыба. Ценная промысловая рыба. Белый амур обладает достаточно вытянутым телом зеленовато-серого цвета со светло-золотистым брюхом, что делает его легко узнаваемым среди других видов. Эта рыба имеет очень широкий лоб, занимает первое место в мире по объемам товарного выращивания и добычи. Рыба белый амур занимает особое место среди видов, используемых для зарыбления водоемов. Этот вид привлекает внимание как рыбоводов, так и экологов своей уникальной способностью адаптироваться к различным условиям среды и высокой эффективностью в борьбе с водной растительностью. Белый амур способен существенно улучшать экологическое состояние водоемов, делая их более чистыми и подходящими для жизни других видов рыб. Белый амур издавна ценится за свои экологические функции, особенно за способность эффективно контролировать рост водных растений. Эта особенность делает его идеальным кандидатом для борьбы с зарастанием водоемов, что является распространенной проблемой во многих регионах. Кроме того, зарыбление водоемов белым амуром способствует улучшению качества воды и созданию благоприятной среды для развития других видов рыб. Образ жизни и среда обитания. Белый амур предпочитает теплые, стоячие или медленно текущие воды, такие как озера, пруды и медленно текучие реки. Он способен адаптироваться к различным условиям среды, включая изменение температуры воды и ее качества, что делает его идеальным кандидатом для зарыбления в разнообразных водоемах. Амур не боится перепадов температуры и совершенно нормально относится к нормальному поступлению кислорода. Даже в холодной воде чувствует себя хорошо и может размножаться. Но желательно особь помещать в теплые пруды, где в летнее время вода нагревается до плюс 30-35 градусов. В таких условиях рыба активно растет и может размножаться. Активным амур становится в летний период. Если зимой практически не растет, то летом может достигнуть максимального роста. А если особь правильно кормить и создавать все необходимые условия, то она начнет приносить потомство даже в искусственных прудах. Во взрослом состоянии потребляет высшую водную растительность, как подводную, так и наземную, выходя на разливы и в пойменные озера, за что его называют травяным карпом. Растет белый амур быстро, около 10 см в год. Амур – санитар пруда. Он не только очищает водоем от чрезмерной растительности, но и не дает плодиться комарам. Поэтому возле водоемов, где водится амур, их нет. Активно питается и набирает вес белый амур с весны и до середины осени. Как только температура опускается до плюс 10, рыба начинает готовиться к зимней спячке. Она выбирает себе место на дне и практически перестает есть. В летний период рыба собирается в стаи и предпочитает обитать в зарослях. Для рыбы не имеет значения, где есть корм. Она может питаться как на поверхности водоема, так и на дне. Белый амур не пуглив, но всегда сначала присматривается и только после этого подходит к еде. Если рыба слышит шум, то быстро покидает насиженное место. Может долго искать идеальную стоянку и привыкать к новому дому. Если условия ему не нравятся, ведет себя очень вяло и игнорирует подкормку. В зимний период можно обнаружить большие стаи белого амура. Они предпочитают отлеживаться на большой глубине в иловых ямах. В период зимовки рыба ничего не ест. Чтобы не замерзнуть, на теле рыбы появляется слизь, которая полностью обволакивает тело рыбы. Эту слизь можно заметить весной, когда рыба просыпается и начинает вести активный образ жизни. По ней можно узнавать скопление белого амура. Опытные рыбаки этим и пользуются. Питание. Белый амур – вегетарианец, который питается исключительно водными растениями и не брезгует обычной травой.
Прожорлив и может съесть немного больше собственного веса. Связано это с тем, что у него небольшой кишечник, и съеденное он перерабатывает практически моментально. Этот фактор позволяет амуру быстро набирать вес и поправляться. В год он может поправиться на 2-4 килограмма. Именно поэтому белого амура разводят в искусственных прудах. Белый амур питается только растительностью. Ему абсолютно безразлично, какой травой его кормят. Даже если в пруд бросать наземную растительность, он с удовольствием ее будет поедать. Обитает только в тех местах, где много водорослей. Молодые особи могут питаться не только водорослями. Они могут съесть мотыля и мелких рачков или моллюсков. Но с возрастом отказываются от мясной пищи и полностью становятся вегетарианцами. В жаркий период его рацион может увеличиться, потому что рыба активно растет. Как только температура снижается и наступают первые заморозки, белый амур перестает есть и впадает в спячку. Нередко, если ему не хватает еды, он начинает поедать собственную икру и личинок. Обращает внимание и на малька. Поэтому, если вы решили разводить в собственном хозяйстве белого амура, то обязательно его стоит подкармливать и давать не только специальный корм, но и скошенную траву. Размножение. Полностью зрелой рыбу можно назвать только в возрасте 8-10 лет. К этому моменту она должна вырасти до 80 сантиметров. В искусственных условиях рыба намного быстрее набирает вес, поэтому и не размножается. В период нереста белый амур ищет чистую воду с быстрым течением. Выходит в этот период на мелководье и старается подобрать твердое дно. В естественных условиях может мигрировать на 1000 километров. Размножается белый амур только летом, в период, когда температура воды достигает 30 градусов. Нерест проходит намного позже других рыб, и связано это с температурным режимом. Взрослая особь выметывает почти 2 миллиона икринок. Они поднимаются на поверхность водоема, и течение уносит их далеко от места нереста. Созревает икра очень быстро. Уже через 2-3 дня появляются личинки. Они быстро прикрепляются к водным растениям. Первое время личинки питаются собственным кормом, который хранится в желчном мешочке. За 7-10 дней личинка превращается в малька. Его длина составляет не больше 9 мм. Малек не обитает на глубине и предпочитает искать себе пищу на мелководье около берега. Первое время малек питается ракушками и зоопланктоном, но стоит ему вырасти до 5-7 см, и он переходит на растительную пищу и отходит подальше от берега. Зачастую в искусственных водоемах нет подходящих для размножения условий, и белый амур не может нереститься. В организме самок происходит процесс, который полностью разрушает икру. Рыба ищет участки с быстрым течением и каменистым дном. Обычно это около притоков. В середине лета можно увидеть стаи белого амура в этих местах. Если самка не успела выметать икру, она разрушается у нее в организме. Процесс очень длительный, и если такое произошло, то на следующий год особь не участвует в нересте. Ловля белого амура. Ловля белого амура – дело тонкое, потому что он очень осторожен и пуглив. Чтобы вернуться домой с богатым уловом, рыбаку нужно быть предельно аккуратным и не шуметь. Даже малейший шум способен испугать амура, который немедленно уйдет с места ловли. Бывали случаи, когда амур реагировал даже на кашель. И еще одна важная деталь – яркая одежда рыбака. Она тоже может испугать амура, поэтому лучше использовать камуфляж или прятаться за кустами. Это поможет замаскироваться и не спугнуть добычу. Период активности белого амура лежит в пределах май-октябрь. Рыболовы-любители ловят белого амура на поплавочную удочку, при этом снасть должна быть крепче, чем при ловле карпа. Кстати, о ловле карпа и другой полезной информации о карпе я рассказывал в своем другом видео. Подсказка вылезет справа сверху. Для успешной ловли подходят два типа удилищ – матчевая и штекерная. Лучше выбирать надежные снасти, потому что амур рыба увесистая и сильная. Леска должна быть надежной, толщиной 0,6-0,7 мм, а крючок 7 или 9 номера. Важно следить за приманкой, потому что амур быстро ее проглатывает. Поэтому, как только увидели поклевку, нужно сразу делать подсечку. После этого вам нужно справиться с натиском рыбы. Обязательное применение прикормки в качестве насадки используют вареную и консервированную кукурузу.
В отличие от карповой ловли, ароматизаторы не добавляются. Приманкой для белого амура служит только молодая и нежная растительность. Завязь огурцов, нежные молочные стебли кукурузы, пучок молодых листиков гороха. Приманку укрепляют на крючке при помощи зеленой нитки мулине. А сейчас перейдем к небольшому топу интересных фактов про белого амура. Факт номер 1. Родина белого амура – Восточная Азия и Китай. В Европе этот вид был акклиматизирован в 60-х годах прошлого века и с тех пор занимает ведущее место в пресноводной аквакультуре. Второй факт. Эта рыба очень прожорлива. На 1 килограмм веса она может съесть до 2 килограмм растительности. Причем неважно какой. Можно кидать ему скошенную траву с берега, он съест и ее. Поедают они даже листья свисающих над водой деревьев, часто выпрыгивая довольно высоко. Некоторые рыбаки так и определяют наличие его в водоеме. Факт под номером 3. Амур отлично уживается с карпом и другими видами рыб, потому что не конкурирует по кормовой базе. Разведение карпа с белым амуром считается эффективным в рыбоводстве. На этом видео подошло к концу. Надеюсь, что вам удалось узнать что-нибудь новое об этой довольно интересной рыбе. Напишите в комментариях, удавалось ли вам когда-либо ловить белого амура, и какой был вес самого большого амура, которого вы когда-либо ловили. Спасибо всем за просмотр. Поддержите это видео лайком, подпиской на канал и комментарием. Я желаю вам всем удачи и всем до новых встреч. Всем пока-пока.